то холодное октябрьское утро над Атлантическим океаном начиналось спокойно и обманчиво тихо. Море выглядело безмятежным, его поверхность сияла зеркальным блеском, словно огромный кусок расплавленного стекла. На палубе исследовательского судна «Альбатрос» кипела привычная утренняя работа. Руководитель экспедиции Александр Мартинес тщательно проверял снаряжение. Он всегда считал, что удачное погружение начинается с внимательной подготовки. Его команда была слаженным коллективом, где каждый точно знал свои обязанности. Люсия Фернандес, морской биолог, листала свой потрепанный полевой журнал, занося в него последние данные о температуре и прозрачности воды. Ее всегда отличала дотошность и педантичность, и без ее наблюдений ни одно погружение не считалось полным. Дэвид Картер, крепкий и сосредоточенный бывший военный водолаз, методично проверял каждый вентиль, каждую прокладку на баллонах. Его опыт спасал их не раз, и команда знала, если что-то пойдет не так, именно Дэвид первым окажется рядом. Эмма Уилсон, специалист по океанографии, настраивала сложные датчики, измеряющие соленость, температуру и уровень кислорода. Для нее океан был живым организмом, и она умела слышать его дыхание лучше любого прибора. Оливер Грин, штурман и навигатор, склонился над планшетом с картами подводных течений. Он планировал маршрут исследования рифа, расположенного примерно в 3 милях к юго-западу от Азорских островов. Наблюдая за ними, капитан Роберт Хадсон с легкой улыбкой курил трубку. Старый морской волк, переживший десятки штормов, он умел сразу отличить хороший день от дурного. Этот день обещал быть удачным. Через 20 минут первая пара, Александр и Дэвид, нырнули в холодную воду. За спиной у них остались короткие напутствия Люсии и кивок капитана. Под водой их встретила прозрачность редкой чистоты. Солнечные лучи легко пробивали толщу и создавали замысловатые узоры на песчаном дне. Целью погружения был риф, где планировалось провести замеры и собрать образцы кораллов. Все шло по плану. Александр проверил приборы, показал Дэвиду жест «все в порядке» и направился к расщелине в коралловой гряде. На палубе в это время Эмма настраивала гидрофон, а Люсия не отрывала взгляда от бинокля, сканируя поверхность воды. Именно она первой заметила необычное волнение примерно в 300 метрах от судна. «Капитан, посмотрите туда!» Ее голос звучал тихо, но напряженно. Хадсон взял у нее бинокль. Его морщинистое лицо сразу стало серьезным. Движения действительно выглядели странно, будто что-то огромное рвалось из воды, но делало это неловко и мучительно. «Это не просто фонтан Китапе», — пробормотал он. «Возьмем курс». Когда судно подошло ближе, всем стало ясно. Перед ними горбатый кит, запутавшийся в рыболовных сетях. Толстые канаты обвивали его тело, а к хвосту был прицеплен массивный якорь. Каждое движение давалось с трудом, дыхание было частым и судорожным. Люсия первой сорвалась к рации. «Алекс! Дэвид! У нас проблемы. На северо-востоке от вас кит в сетях. Будьте осторожны». Под водой Александр услышал сообщение и жестом показал напарнику менять курс. Их сердца колотились сильнее, чем при встрече с любым хищником. Раненое животное, размером с автобус, опаснейший противник, даже если оно не желает зла. Александр подплыл к огромной голове кита. Он видел его глаза, невероятно большие, темные, наполненные болью. Но вместе с тем там было что-то большее — отчаяние, перемешанное с надеждой. «Спокойно, спокойно, дружище», — прошептал он сквозь регулятор, понимая, что кит не услышит слов, но, возможно, уловит интонацию. Он поднял открытую ладонь. Кит слегка качнул хвостом, почти не сопротивляясь. На палубе царила лихорадочная деятельность.
Эмма готовила ножи с закругленными концами, чтобы случайно не повредить кожу животного. Оливер связался с береговой охраной и сообщил точные координаты. Роберт Хадсон раздавал команды четко и уверенно, как во время шторма. Через час к ним присоединилось спасательное судно. На его борту была ветеринар, доктор Хелен Ривз, специалист по морским млекопитающим и группа опытных дайверов. Они быстро обсудили план. Сначала освободить голову и дыхательные пути, а затем снять сети с корпуса. В последнюю очередь работать с якорем. Самым трудным оказалось освободить пасть кита. Толстые мокрые канаты впились в язык и небо. Александр вызвался взять эту задачу. Медленно и осторожно, с фонарем и ножом, он разрезал веревку за веревкой. Кит вел себя удивительно спокойно, словно понимал. Люди пришли помочь. Работа заняла почти час. Каждый извлеченный кусок давался с невероятным трудом, но после каждой удачи Кит начинал дышать чуть свободнее. Когда последний отрезок каната выпал из пасти, из дыхала вырвался мощный фонтан, как будто облегченный вздох. Тем временем Люсия и Эмма методично освобождали грудные плавники. Кожа под сетями была в глубоких порезах, но без смертельных повреждений. Хелен время от времени подплывала, оценивая состояние животного. «Он держится, дышит ровно. У нас есть время», — докладывала она. Оставалась самая сложная часть — якорь весом более тонны. Если просто перерезать сети, он мог потянуть кита вниз, причинив новые раны. Дэвид вместе с дайверами береговой охраны закрепил специальные надувные понтоны. Когда они наполнились воздухом, якорь начал медленно подниматься, теряя часть веса. Теперь нужно было перерезать последние веревки. Дайверы синхронно начали резать канаты. Кит, словно понимая, замер. Вода вокруг казалась напряженной, как воздух перед грозой. Последний рез, и тяжелая конструкция, контролируемая понтонами и страховочными тросами, ушла в глубину. В этот момент океан словно вздохнул вместе с китом. Сначала он двигался осторожно, словно не веря, что свободен. Потом стал делать все более уверенные движения. Его дыхание стало глубоким и спокойным. И вдруг произошло нечто, что никто из команды не забудет никогда. Кит подплыл прямо к Александру и невероятно деликатно коснулся его боком. Это было не случайное движение, да, в нем чувствовалась благодарность. А затем начался настоящий танец. Кит описывал широкие круги, двигался изящно и свободно, выполняя восьмерки. Он несколько раз выпрыгнул из воды, и каждый раз брызги летели на десятки метров. Когда Кит скрылся за горизонтом, команда собралась на палубе. Все были усталые, но счастливые. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.